Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Британию ждет дальнейший рост зависимости от СПГ и Дональда Трампа. Не так давно в британской Daily Mail даже запустили новость, что злые русские могут энергетически изолировать Туманный Альбион, так же, как и уничтожили свой собственный Северный поток. Александр, прокомментируйте, пожалуйста. А что касается вот первой части этого высказывания про цены и про то, что там творится в Великобритании, тут надо заметить следующее. До кризиса энергетического Великобритания потребляла где-то 75-80 миллиардов кубических метров газа в год. В 2023 году Великобритания потребляла где-то 62-63 миллиарда кубов. Это к вопросу, откуда берется вот эта величина в 100 миллиардов кубов, на которую сократилось потребление в Европейском Союзе. Ну, считай, 85. Это сокращение в Европейском Союзе, прошу прощения, сокращение в Европе. Вот в Европейском Союзе сокращение спроса 85 миллиардов кубов к 2021 году. Ну и вот, пожалуйста, давайте даже 75, хотя лучше 80, минус 62. Ну, примерно 100 миллиардов кубов и получаем. Не так ли? Кто не согласен, обязательно напишите в комментариях. Так вот, с 75-80 миллиардов кубов потребление в Великобритании опустилось до 62-63 миллиардов кубических метров. Но при этом потребление газа – это одна сторона вопроса, а другая сторона вопроса – это собственная добыча. Как и ожидалось еще в нулевых годах, и как следовало из накопленной к тому моменту статистики, собственная добыча в странах Европы сокращается вообще, и в Великобритании она сокращается в частности. Так, например, в начале десятых годов добыча газа в Великобритании составляла, примерно 40-45 миллиардов кубических метров, а в последнее время это где-то так, 32-34 миллиарда кубов. Это вот последние годы. Иногда там 35, вот в этих пределах. Не намного, но она сократилась. И сокращение добычи не позволяет в полной мере компенсировать проблему импорта за счет сокращения спроса. Мои слова не надо понимать так, что сокращение спроса – это разумный шаг для того, чтобы решить возникшие проблемы. Нет. Сокращение спроса началось естественным образом, люди экономят. Притом люди как население, люди как крупные потребители, то есть там промышленные предприятия, которым нужен газ в качестве сырья, промышленные предприятия, которым газ нужен в качестве топлива, например, нефтепереработка. Нефтепереработке газ нужен в качестве топлива. И в качестве сырья, кстати, тоже, для производства водорода. То есть они все стали экономить, потому что газ дорогой, и его потребление под давлением высоких цен стало сокращаться. Тем более у ряда предприятий на внутреннем рынке возникли сложности с реализацией своей продукции, именно на внутреннем рынке в первую очередь. Это и нефтепродукты несколько пострадали, и там ряд других менее нам интересных продуктов тоже пострадали, особенно в период, когда цены на них подскакивали до рекордных значений за много-много лет. То есть на этом фоне у нас происходит следующее. Сокращается спрос где-то до 62-63 миллиардов кубов. И потребление и собственная добыча обеспечивает, в лучшем случае, половину примерно этого объема. То есть 32 миллиарда кубов. Хорошо, чуть более половины, если добудут 34. Но остальное надо импортировать. Давайте округлим. Скажем, что импортировать надо примерно 30 миллиардов кубических метров. Просто для простоты. Для простоты наших вычислений. И из этого объема в рекордные годы порядка 22 миллиардов кубических метров приходило в сжиженном виде, то есть импортировался СПГ. Последние пару лет, это 22 год был такой пиковый, и последние 2 года меньше они импортируют, в смысле Великобритания меньше импортирует, не намного, порядка 18-19 миллиардов кубов в сжиженном виде приходят. Остальное идет с континента. И получается, что Великобритания, прошу прощения, зависит от 3 источников газа. Это собственная добыча, это СПГ, и это поставки по трубопроводам с континента. Поставки с континента сейчас обеспечивают, чуть более трети или около трети импорта.
А большая часть импорта – это СПГ. Великобритания действительно является одной из крупнейших стран Европы по мощности СПГ-терминалов, но, тем не менее, даже в рекордные годы СПГ-терминалы были недозагружены. Их загрузка была, чуть более 50, там, порядка 55%. Это, опять же, несущественно для нас сейчас, хотя, с другой стороны, это как бы означает, что теоретически Великобритания при текущем уровне потребления, при текущем уровне добычи может на 100% перейти на закупку СПГ. Проблема Великобритании в отсутствии необходимых мощностей для хранения газа. То есть, с одной стороны, это даже хорошо, потому что это снимает с Великобритании вот это бремя накопления газа и поиск газа для того, чтобы в летний период больше закачать его в подземные хранилища. По сути, Великобритания пользуется ПХГ в основном располагающимися на территории Европейского Союза, с которым она все еще связана инфраструктурой, которая не в курсе, что Великобритания из какого-то там Евросоюза вышла. То есть, по большому счету, кстати, это важно. Экономически проблемы Великобритании ровно такие же, как у стран Европейского Союза. Ничем не отличается. То есть, когда говорят, что Великобритания – это такой мировой кукловод, у них там рука одна в Канаду засунута, другая рука в Австралию засунута, и вообще Великобритания вертит и крутит континентом, как хочет. Все здорово. Где экономический эффект от этого кручения-верчения, обмануть хачения? Где? Нету его. Как-то он не прослеживается. Кроме неких умозрительных конструкций о том, какая Великобритания кукловод, мы не видим экономического эффекта от этого. Мы видим Великобританию с экономической точки зрения, с точки зрения голой статистики, как рядовую, довольно крупную, но рядовую страну европейского континента, ничем не выделяющуюся на фоне Германии, Франции, крупных экономик, безусловно, а с кем, с другой стороны, Великобританию сравнивать? С Румынией, при всем уважении к Румынии, но экономическое положение Румынии несколько хуже, чем в Германии или Франции. С Болгарией, с Албанией, с кем ее сравнивать? Но вот она экономически ничем не выделяется. У нее ровно те же проблемы. И нету какого-то вот эффекта, который бы говорил о том, что вот там рука, тут третья рука или что это вообще. Вот. И, значит, деньги, наверное, должны идти в сторону Великобритании. Они что-то, знаете, не идут по какой-то необъяснимой причине. И те же самые проблемы у Великобритании. То есть у Великобритании в силу, опять же, структуры вот этой самой газовой отрасли мало мощностей для хранения газа, она пользуется мощностями на территории Европы. Это минус, потому что она в зависимости от поставок с континента в любом случае. Потому что нужно суточные перепады потребления как-то компенсировать. Компенсировать можно с помощью ПХГ. ПХГ где? Вот там. У вас мало. Извините, подвиньтесь. И второй момент, из этого вытекающий, перед Великобританией меньше задач по накоплению газа. Соответственно, на лето эта задача с нее снимается, по большому счету. Понятно, что какие-то объемы будут закачиваться, но они исчезающе малы по сравнению с тем, сколько надо накопить континенту, в том числе для того, чтобы питать Великобританию, кстати. Но проблема Великобритании летом заключается в следующем. Не в том, что им надо накапливать газ, а в том, что при низком уровне добычи, не обеспечивающем удовлетворения всего спроса на территории Великобритании, действительно возникают проблемы, возникают риски, которые могут быть связаны с двумя обстоятельствами. Обстоятельство первое. Может повториться ситуация 2021 года. То есть жаркое лето, мало электрической энергии производится ветроэлектростанциями, и при этом потребление резко растет. Потому что жара, потребление растет. Ветряки производят меньше, значит, надо больше загружать традиционные электростанции. С ними у Великобритании все хуже и хуже с каждым годом, потому что какие-то электростанции закрываются, какие-то красиво падают. А второе обстоятельство, так Европе, большой вот этой Европе, надо накапливать газ, потому что сейчас в подземных хранилищах остается, 30% от совокупной мощности рабочего или активного газа. Надо восполнить хотя бы 70 миллиардов кубических метров. А это, в свою очередь, означает, что если лето будет жарким, то будет вообще ай-яй-яй. Потому что у вас есть текущий спрос, у вас есть необходимость закачивать газ еще и в подземные хранилища, точнее, у вас есть текущее потребление, но ваш спрос будет выше текущего потребления, потому что часть газа, который будет формировать вот этот спрос, будет идти на закачку в подземные хранилища, которые будут нужны не только Евросоюзу, но и Великобритании тоже.
Поэтому поставки в Великобританию могут пострадать от этого. По трубе, еще раз, где-то на треть импорт газа в Великобританию идет по трубе. Давайте еще раз зафиксируем. Необходимости Евросоюзу закупать больше газа для того, чтобы заполнить подземные хранилища. Это будет давить на цены. Тем более это будет давить на цены в условиях конкуренции за сжиженный природный газ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, который является растущим главным рынком СПГ на планете Земля. Более 2/3 всего СПГ идет в Азиатско-Тихоокеанский регион, а Европа в целом, Евросоюз и Великобритания, это региональный рынок, крупный, но региональный, не столь важный, как Азиатско-Тихоокеанский регион. И третий момент. Если лето будет жарким, то вот это все становится еще более болезненным, еще более страшным для потребителей, которые зависят от биржевого ценообразования. А это и потребители в Евросоюзе, и потребители Великобритании. Потребители Великобритании лишены необходимости заботиться о наполнении подземных хранилищ, почти лишены, да, там есть подземные хранилища, но очень маленькие. Так вот, они практически лишены необходимости, чтобы головная боль была от заполнения ПХГ, но учитывая, что они все равно в общей экосистеме находятся, то на них головная боль Евросоюза все равно распространяется. И у стран Евросоюза может возникнуть, у потребителей в Евросоюзе могут возникнуть проблемы с тем, чтобы организовать какие-то поставки по трубе в Великобританию. И тогда зависимость Великобритании от СПГ еще возрастет. Если будет тем более жарко. Если будет жарко, будет ай-яй-яй. Если что, мы записываем это видео, когда в Москве выпал снег. Вот. Поэтому слова о том, что лето может быть жарким, выглядят несколько иронично на этом фоне, но тем не менее. 2021 год тоже был, знаете, мягко скажем, неоднозначным, с его очень холодным февралем и потом такой умеренной весной. А потом жаркое лето как вдарило, как вызвало мировой энергетический кризис. Вот тут завершить это видео я как раз и хочу. Сравнением еще одним с 2021 годом. Проблема не только в Великобритании. Проблема не только в спотовых котировках вообще, знаете. Мало ли что, британцы переплатят. Да, им не привыкать, они переплачивают. У них все настолько по уму организовано, что не переплачивать невозможно. Хотя им обещают, ребят, мы тут вам сократим тарифы. Да, сократят вам тарифы, конечно. Так вот, проблема в том, что если возникнут проблемы, которые вызовут подорожание Великобритании, то эти проблемы не будут, скорее всего, замкнуты только на Великобритании. Это, скорее всего, будет частью общих проблем и Европы, и отчасти Азии. Да, часть этих проблем снимается тем, что Китай не импортирует СПГ из Соединенных Штатов. Потому что бессмысленно его импортировать. Можно импортировать откуда-нибудь еще. И этот СПГ может идти в Европу. Но это не такие объемы, которые позволили бы парировать возникающие риски. Если лето будет жарким, то вот это жаркое лето в таких условиях создает угрозу нового витка энергетического кризиса, нового витка, в рамках которого цены действительно могут вырасти не только в Великобритании, они могут вырасти и в Европейском Союзе. Однако мы с вами, парадокс, находимся на пороге кризиса перепроизводства, потому как будут вводиться новые мощности для производства СПГ, новые объемы будут вбрасываться на рынок, и это может с 26-го, скажем, года снять часть рисков, которые были актуальны в 2025 году. Но это к тому, что это нас учит тому, что эти рыночные движения, они не зафиксированы навеки вечные, они постоянно меняются, потому что меняются вводные, меняются условия, в которых приходится существовать не только Великобритании, но и всей мировой экономике, по большому счету. Однако, еще раз, если в Великобритании будет ай-яй-яй, то будет ай-яй-яй не только в Великобритании. Как минимум ай-яй-яй будет во всей Европе. А может быть даже во всем северном полушарии, кроме тех стран, где регулируемые цены на газ, потому что этим странам, которые являются нетто-экспортерами газа, на все эти телодвижения, хотя нет, этим странам не все равно, потому что бюджет, наполнение бюджета этих стран, в том числе зависит от того, сколько стоит газ на зарубежных площадках. Поэтому, для нас, наверное, в этом плане даже в плюс было бы, если бы такие условия сложились. Но я бы на это не ставил. Вот этим завершу.
Если вы смотрите нас из Великобритании, будем считать, что я для вас закончил на оптимистической ноте. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и вот кто не отключился, на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», мой персональный, на телеграм-канал «Инфотек». И заходите на сайт «Инфотек», там у нас публикуются прекрасные статьи от замечательных экспертов, включая прекрасно вам известного Бориса Леонидовича Марцинкевича, который на следующей неделе нас обещает порадовать новой статьей про Узбекистан. И не просто про Узбекистан, а про атомный Узбекистан. Поэтому заходите, читайте. На сегодня все. Всего хорошего.